Ребята, всем огромный привет! Мы еще цветем. Цветем, доцветаем, доцветаем. Ой, мне так прям жаль, если вот они начнут в жару отцветать резко все. Буду скучать. Монтрю моя красотка. Я вам всегда ее показываю. Боже, какая орхидея обалденная в плане того, что так долго держит свои цветы. Замечательная. Сезам мой. Просто супер, просто любимый наш сезам, крупноцветковый, класс. Последние цветы прям, смотрите, какие яркие. Сейчас я вам покажу. Я сейчас хочу его просто, знаете, что сделать? Переставить вот сюда и показать вам от окна, насколько он красивый. Наверное, Red Sesam еще более яркий, чем обычный. У меня вот обычный, но посмотрите, он такой большой, поэтому я второй не покупала. Девочки, сейчас мониторю по телефону приложение новой почты. Сейчас включу. Дело в том, что Оля мне вчера написала, да, уже выехала из депо Одесса. Моя посылочка уже в Одессе, уже в Одессе. Вот еще чуть-чуть, и она прибудет. Знаете, кто едет? Едет красавчик Мету, 2,5. Эксклюзивчик. Мне его уступила Галина. Большое спасибо, Гала. Я вот только он ко мне едет. Я такая довольная, такая довольная. Жду. Один фаленопсис спецрейсом. Оля мне прям написала: встречайте. Их там всего было 5. Представляете? Не уступили, девочки. Большое спасибо. Так, знаете, кто еще тут у меня начинает открывать бутоны? Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Я буду переставлять, потому что так лучше видно. Хатуюки. Вот красавица. Смотрите, какой в этом сезоне цветоносик. Но это уже второй цветонос в этом сезоне. Ой, надо пересаживать, ребята. Уже корни пошли гулять, а она цветет, цветет и цветет. Так, а где же цветонос? А, вот цветоносы прошлого сезона. Вот там, видите, желтые. А в этом сезоне вот был цветонос красивый, крупный. Ну, не в смысле крупный, но такой богатый. И вот еще одно цветение начинается. И я же хочу, все, я так и мечтала, чтобы 2 хатуюки у меня одновременно цвели, чтобы их сравнить. Идемте. Лемоша, скажи всем привет. Там что делаешь? Эй, спустилась. Насупилась, спустилась. Только что на жердочке сидела, пела песенки. Я начала рассказывать, и она все. Так, вот эта красота у меня еще вот в таком вот горшке транспортировочном. Все никак я. Она же начала тоже вот цвести. Вот смотрите, сколько было цветочков. Надо было, может, ее подвязать. Но смотрите, хатуюки розовая и хатуюки обычная. Но здесь еще цветочек, наверное, еще в росте. Она только вчера открылась. Но посмотрите на эту прелесть. Ну вот скажите, кому больше какая нравится? Они отличаются, конечно, здоровски отличаются. Мне у белой больше нравится ее губа. Видите, она такая с апельсинкой. А здесь просто вот так. Ну, тоже есть немножко оранжевого, но слегка. Ну, обе цветут охотно, цветут долго, и обе не ароматят. Такие вот красавицы. И смотрите, сколько было у нас цветочков. Вот отсюда вот это она постепенно растит, цветонос доращивает. Но я вам скажу, я заметила, что вот у розовой, у пинк, у нее он не такой прямо стоячий, вот как у белой. Видите? Вот он у нее может более тонкий. Да, мне кажется, он более тонкий. Вот посмотрите на диаметр. Более тонкий. Хотя орхидеи, в принципе, по возрасту, конечно, это младше. Может, со временем у нее цветонос будет более такой
плотный, будет вот он прямо стоячий. Потому что это же все спульчеримые гибриды. Потому что вот смотрите, у Хатуюки, вот этой, у белой, у нее сколько бы цветов не было, он вот у меня стоит. Хотя я видела, что у девочек и не спадающие цветоносы на фотографиях и в обзорах. Это может у меня просто так получилось второй раз в домашнем цветении. Все может быть. Ну, в общем, это у меня вот так. Я не крепила, я же думала, что она будет вот так вот пряменько стоять. Нет. Это она поворачивает к лампе, к источнику света, поэтому цветонос с изгибом. Вот этот дорощенный кончик. Все доращивает, доращивает. Девочки, какая вам больше нравится? Белая или розовая? Или лучше две? Как подумала я. Я спрашиваю вас, лучше две? Я сделала так. Лучше две. И мне кажется, да, мне показалось, что здесь может разветвиться. А, кстати, да, девчонки, смотрите. Он собирается разветвиться. Вот чем хорош Хатуюки фаленопсис, он с возрастом, он елочку свою наращивает, и потом цветонос разветвит, и будет красота. Ну, по сравнению, конечно, с сезамчиком, он совсем маленький, такой вот мини-мини-мини. Так, девочки, так что я сегодня бегу, наверное, думаю, что через часик уже орхидея будет. Но пока еще этот часик у меня в запасе есть, у меня есть пару дел. Так, вчера я поливала свои ванды. Чтобы вы понимали, я две, которые там у меня внизу на полке, забыла слить воду. И они вчера полдня и сегодня всю ночь тут плавали. В общем, я посливала, они уже немножко пообсыхали. Вот две мои красивые ванды. И вот эти... Кстати, очень охотно в банке растут. Смотрите, какие растущие кончики. Но пока никто не цвел. Очень хотелось бы увидеть у Ванды цветонос. Эти я вчера поливала. Вот эта верхушка у меня уже наросла в банке. Добавляю им удобрения. Вот корешки новые идут. Вообще замечательно. В общем, все замечательно. И вот, кстати, у меня еще Ванда такая была хиленькая, маленькая. Она вообще такая мини-вандочка. Ну, она ничего, нормально, посмотрите. Сейчас от окна вам так покажу. Она более или менее взялась за себя, очнулась, приспособилась и начала вот корневой рост свой. Вот тут вижу вверху пучкуются корни, так что не все потеряно. Но она миничка такая. Так, я должна вам показать. Помните, мы вытаскивали из коры моего миниатума, да, миниатум. Ой, вы знаете, что происходит? Он детку растит. Так. Вот он же у меня теперь с открытой корневой. И я, кстати, вижу. Сейчас я вам скажу, кто это правильно. Это вот так. Аскоцентрум миниатум. Может, я неправильно говорю? Девчонки меня поправят. Я вот видела, что корни-то он все погноил. У него две детки. Причем вот эта детка чего-то тормознула слева, которая вот эта пошла конкретно в рост. Видите, какая она? Он в коре у меня практически все корни сгноил. Ой, там чешуйки. У меня прям чешутся руки убрать, но я всегда боюсь. Боюсь туда сильно добираться. Я только что видела растущий корень. Уже несколько месяцев. А вон, видите? Вон. Ага, все, адаптировался более-менее. Значит, пойдет рост корней. Видите, вон, растущий корень. Интересно, этот корень новой детки или мамки? Непонятно. В общем, видно, что он не совсем себя хорошо чувствует. Хотя, в принципе, листики у него распахнутые, видите, не сложенные пополам. Потому что, когда вандовые складывают пополам листик, значит, что им не хватает влаги. А так как здесь корней с гулькин нос,
то здесь, получается, влаги может и не хватать. Ну, как-то я его прям вот так, знаете, девчонки, под краном полностью поливаю. Сейчас влажность у нас высокая. Снимаю вам видео в дождливую погоду в Одессе. Оно, конечно, выйдет позже. Я не успеваю выкладывать день в день. Ну, если уже у нас солнечно, полюбуйтесь на дождик. Сегодня с самого утра прям дождь. Мы все проспали. В общем, короче. Так, Майя моя доцветает, но еще не отдает цветочки. Майя вот такая. Так, здесь у меня, смотрите, какие новые почки разбудили. Спящие. Ой, смотрите, у меня тут будет цветение. Так, моя Леодора. Леодора моя, там, наверное, дорастит еще цветочки. В общем, все нормально. Пересаженный нами красавчик вот этот в горшочек тоже неплохо себя чувствует. Вот здесь мы с вами думали, что будет детка. Ха-ха. И совсем не детка. Смотрите. Вот получается, вот эти листики были, видите, вот. Мы думали, будет детка. Нет. Пошли пошел цветонос, пошли бутоны. В общем, все окей. И знаете, что прикольно? Мой Биг Бэнг тоже отцвел. Вот буквально на днях сняла последние у него цветочки. Смотрите, краешек цветоноса ожил и почку разбудил. Сейчас девчонки все показывают, что у всех практически орхидеи будет почку после того, как май был такой прохладный. И у всех пошел цикл второго очередного цветения. И вот у меня здесь тоже, смотрите, на пилоре, тоже вот будет он почку. Насчет, ну это уже дорощенные цветочки, вот уже остался один. Ну вот он на лето уже вот так решил. Красота. А, и белая моя после обрезания, даже остался держатель, здесь была подпорочка, и моя классическая белая тоже дала, ну, уже в эту сторону почку разбудила и пошла вот, видите, срезанный цветонос, и она пошла туда. Красота. Ой, красота. Девочки, а сегодня я пока еще дома, я хочу сделать одно дело. Я хочу пересадить из мха вот так вот в плагрон одну свою орхидею, которая бабочка, которая, сейчас я поставлю, подождите, которая зовется Тайсука Анна, которая уже ну, она цветет еще, доцветает. Но я по опыту предыдущему, у меня была Тайсука только стандартного цветения. Слушайте, тут вот второй цвет. А вы, кстати, на ответвлении, вот здесь, на этом же цветоносе, я вам показывала, здесь вот и стандарты, и пилоры, а вот здесь, на этом ответвлении, он скоро упадет с горшка. Только вот такие тюльпанчики. Видите, какая красота. Ой, боже, какая прелесть. Супер. Надо уже, знаете, что, вы поняли, да? Надо пересаживать, а он цветет и цветет. А ты цветешь и цветешь. В общем, надо пересадить. Я хочу в плагрон посадить. В плагрон. У меня там еще немножко плагрона осталось. Почему хочу посадить ее в плагрон? Я вам сейчас скажу. Моя новиночка стоит. Девочки, букет. Не падайте в обморок. Надо его выбросить уже. Ну вот, мне подарили. Я его притащила там, где орхидеи. Почему я хочу Тайсуку Анну посадить в плагрон? Потому что по опыту предыдущего раза, ой, красавица, да, классная, по опыту предыдущему она у меня очень нехорошо вела себя с корневой, но была стандарт, ну это была беда просто. Она в итоге сбросила у меня корни, и все, я осталась без Тайсуки, даже без стандарта. Здесь тоже, что было с листиком, я его протопсинила. Я хочу освободить от мха ее и попробовать ее высадить в плагрон. Это уже у нее цветение второе, так скажем.
Первое цветение было у нее на основном цветоносе. По-моему, он у меня вырос, или она приехала с ним. По-моему, приехала с ним. В общем, короче говоря, она потом разбудила почку и вот цветет. Или подождать. Здесь она съедает, как говорится. В общем, постарел лист, и он отмирает. Но пока я его не трогаю, он пока держится. Или может пока ее не трогать. Я не знаю. Ну, расти ей уже некуда. Корни ей растить некуда. И мне кажется, что ей бы было бы неплохо бы в плагроне. Потому что ее корни очень такие чувствительные к переливам. Ой, извиняюсь, девочки, к переливам очень чувствительные. Вот я думаю, сейчас вот с вами смотрю на нее и думаю, стоит мне сейчас ее трогать, дергать или не стоит. И хочется дернуть, расправить корешки, в плагрон засунуть, чтобы они дышали. Они вот в этом стакане прям мох такой уже некрасивый. Плагрон тоже неплохо показывает, рост орхидей неплох в плагроне. Есть у меня, говорю, примеры, вот я своего болящего, но он какой-то странный мой товарищ, Мини-Марк. Я уже который год, девочки, с ним имею проблемы. Первое время, когда купила, он так хорошо рос, а потом, ну вот он сейчас в плагроне вот начал заново свой, видите, свой рост. Вот прям заново начал расти. А то что-то было страшное. Корни он нормально растит в плагроне. Главное там его подкармливать. А тут прям пошли листики, листик за листиком. Надеюсь, что что-то у нас получится. Кстати, повыдавал цветоносы. И смотрите, они пожелтели. А чего? А чего? Ну, мне не надо его цветения, но странное явление. Наклюнулись цветоносы и пожелтели. И пошел корневой рост. Что-то, видать, я ему ливанула, наверное, такое, что... А что я могла ему налить? Я Актарой всех поливала последние разы. И, наверное, я не знаю, почему он так поступил. Он передумал цвести, а он любит выпускать цветоносы со всех сторон прям. Он решил расти. Интересно. Может, я какое-то удобрение бахнула. Так, надо вот это пообрезать. Вот листья как бы вот так себя ведут. Странно, странно. Ну, не все. Видите, я кое-где вот обрезала. Надо будет тоже обрезать. И вот пошло. Ну, я думаю, что это дитятка пошла из середины, маленькая. И надеюсь, что он нормально будет расти в плагроне. Он здесь у меня стоит. Я его тут прям как кошку поставила вот так, чтобы он имел возможность свет получать в хорошем объеме. Я притеняю, конечно, в такую жаркую погоду, но неплохо, неплохо. Вот еще у меня мой попугаю. Все цветет и цветет. Ну так, знаете, по несколько цветочков. Вот он же тоже у меня помирашка, не хотел жить. Ну вот так я в этот горшочек насыпала плагрона, засунула его и сказала, как хочешь. И вот он очухался, начал листики растить. И вроде как нормально. Такой вот он. И зацвел, сразу дал цветоносы, листики нарастил. Ну, корешков, конечно, в плагроне нарастил. Ну, неплохо. Мне, в принципе, подходит этот вариант. Это лучше, чем он совсем чуть не того. Понимаете? Лучше, чем ничего. И кто-то у меня еще был в плагроне. А, вот это. Вот это неизвестная орхидея, которая у меня уже много лет. Ну, как много, девочки? Ну, много. Около 5, наверное, может 4. Я понятия не имею. Она покупалась... в 23-м году. А что я говорю много? Март 23-го. Ой, ну это получается что? 2 года только ей. Я от нее многого хочу. А мне кажется, что она со мной вечно. Она называется Golden Queen. Когда-то куплена была вот в 23-м году
маленьким подросточком. И она просто, девочки, в 1,7 сидела, ничего не хотела делать в коре, в мхе, потом в коре. Я ее, в общем, знаете, полу такой мирашкой уже сюда, в плагрон поместила. И она там начала более или менее корешки растить. Мне показалось, что ей как-то суховато. Я поверх положила, поверх прям плагрона положила мох. Ну, она так більш-менш ничего. Ну, вот она какая-то, видите, у нее такие листья интересные, с блеском. Не знаю. Я очень надеюсь, что если она выживет, потому что очень часто орхидеи, которые с самого начала такие капризули, в итоге это все приводит к тому, что они не выживают. Не выживают. Они вот вроде там пытаются и цвести, где-то, может, и процветут один раз, два раза. И потом все-таки, что бы ты ни делал, они не жизнеспособны. Так, кто у меня еще в плагроне такой взрослый, такой, кто растет и радуется? У меня немного, оказывается, в плагроне. Но были. А, это у меня в другой локации. А, вот эти у меня. Вот эти у меня прям в банках вот так. И знаете, реже поливаю. Но я вам скажу, они не сильно спешат наращивать листья. Все-таки не хватает им особо питания. И вроде как я вношу питание, они тут больше интенсивнее, охотнее растят корни в плагроне. Видите, вот просто взяла вот такую баночку квадратную из-под икры, по-моему, кабачковой. И в этой банке прям рост корней пошел на ура. А вот верхняя часть как-то не спешит, хотя я вношу удобрения с азотом. Это, по-моему, у меня даже и не цвел ни разу. По-моему, нет, а по-моему, собирается. Да, не цвел, я еще не видела, но вижу, что у нас цветонос. И кто это у нас будет? А я не достану. Боже. Phalaenopsis Oakland Beauty. Не знаю, кто это. В общем, видите, он ни разу не цвел, а Oakland Beauty, ну, он собрался цвести. Вот видите, вот корней масса, и ни разу не цвел, собрался. И кто-то у меня еще, по-моему, был или нет. А, нет, Stone Dance просто в такой же банке, но банка заполнена органикой. Банка такая же, просто органика. И тоже масса корней, но он как-то повеселее. Вот он цвел, и вот у него, видите, у него здесь картина повеселее. Ну, у него маночка немножко. Но я буквально чуть-чуть водички капаю, и он тут вырастил сейчас такой красивый лист. Вот смотрите, видите, вот две орхидеи. Одна одинаково купленные вместе. Давайте сравним. Вместе купленные в одно время. По-моему, это даже одна поставка в одном размере. Ну да, может быть, некорректно сравнивать разные сорта. Корректнее было бы сравнивать один сорт в разных посадках. Ну, в общем, смотрите, этот в органике, у него есть рост по листьям. Вот видите, после цветения у него новый лист уже вырос. И он уже цвел. Ну, по-моему, один раз тоже. По корням у них картина идентичная. Что здесь, что здесь. Видите? Ну, вот по вот этой верхушечке, может быть, просто этот не так охотно наращивает зелень. Но вот в плагроне он даже еще не цвел, пропустил сезон. Посмотрим, как вот сейчас зацветет. Надо будет ему дать подкормку для цветения, помочь ему. Этот отцвел, и вот уже за это время, пока этот сидел, он уже вот такой симпатичный после цветения вырастил хороший листик. Видите? Вот, блестящий, красивый листик. Бо там есть что поесть. Покушать есть что.
в этой баночке. Так что делаем выводы, да? Но все-таки я решилась. Вот у меня, кстати, остатки плагрона, как правильно. Короче, керамзита этого, такого, для гидропоники, очень хорошего качества. Но это вот остатки, я его промыла, там от пыли, все. Мыла еще на той неделе, но не дошли руки до высадки. Но он такой мелковатый, видите? Ну, думаю, нормально, она на меня не обидится, надеюсь. В общем, все, я решила. Сейчас будем с вами снимать стакан, разрезать, убирать с корней мох. И я, наверное, вот точно в такую баночку найду, сейчас поищу. Вот у меня Ванда тут в такой баночке. Забыла слить воду, вся мокрая. Вот в таких баночках надо этикетки. Да, вот икра Нижин. Мне нравятся такие квадратные баночки, класс. Вот если я сейчас найду у себя такую баночку, то я эту симпатичную орхидею посажу в такую баночку. Иду искать.